Итальянская кухня заставит вас забыть о диете. Приготовьтесь, ведь сейчас я покажу самые вкусные итальянские блюда. И поверьте, пиццей или карбонарой тут точно не обойдется. Настоящие шедевры от изысканных бутербродов, которые сразу добавят шика вашему столу, до необычных рецептов с курочкой. О, думаю, и уже слюнки текут от этого разнообразия. И специально в конце, чтобы вы сразу не убежали готовить, покажу самое редкое, но безумно вкусное итальянское блюдо из мяса. Приятного просмотра! И начну с брускетты, одного из самых удивительных и простых блюд итальянской кухни, которая завоевала любовь во всем мире. Когда-то брускетта была простым способом скушать ломоть старого хлеба, но со временем она превратилась в настоящее кулинарное искусство. Итак, начну с истории этого гастрономического чуда. Брускетта возникла в древние времена, когда мясо было роскошью, недоступной для большинства людей, а хлеб и овощи служили основой питания. Хлеб поджаривали на открытом огне и затем натирали различными соусами и овощами. Качественное оливковое масло придаст брускетте особенный вкус, а немного обжаренного чеснока добавит необыкновенный аромат. Что касается топпинга, то здесь фантазия не имеет границ. Классическая брускетта включает в себя помидоры, свежий базилик, чеснок и оливковое масло. Но можно экспериментировать с различными начинками. Например, добавлять авокадо, маслины, грибы или итальянские колбаски. Комбинации зависят от ваших предпочтений и вкусов каждого человека. Брускетта может быть употреблена как отдельная закуска или в качестве гарнира к мясу или рыбе. Казалось бы, бутерброд, но даже в действительно дорогих и изысканных ресторанах не брезгуют добавить это блюдо в меню. Прошутто – это не просто вяленая свинина. Это произведение кулинарного искусства. Его делают из лучших задних ног свиньи. Ключевыми ингредиентами являются мясо, морская соль и время. Да-да, именно время играет решающую роль. Мясо вялится не меньше 10 месяцев, а иногда и целыми годами. В течение этого времени оно постепенно пропитывается ароматами. Любят прошутто за уникальный, слегка солоноватый вкус и нежную текстуру. Качественная прошутто тает во рту, оставляя послевкусие солнечной Италии. И это не просто закуска, это культурное наследие, каждый кусочек которого хранит в себе историю и традиции старой Италии. Продается прошутто обычно в виде тонких ломтиков. Оно идеально сочетается со свежим хрустящим хлебом и спелым инжиром. Часто прошутто добавляют в салаты, пасту или пиццу, но мой совет – пробуйте его в чистом виде, чтобы насладиться каждым оттенком вкуса. Ах да, кстати, интересный факт. В Италии существуют целые фестивали, посвященные прошутто, где мастера делятся секретами идеальной вяленой свинины. Представляете, сколько разновидностей этого лакомства можно там попробовать? Но давайте к следующему блюду в моем топе. Представьте себя на маленькой итальянской кухне, где на столе лежит рулон свежего теста, и каждый квадратик скрывает в себе сюрприз в виде неожиданной начинки. Да, я говорю о равиолли, одном из самых очаровательных блюд итальянской кухни. Равиолли – это не просто паста, это искусство. Для их приготовления нужно всего несколько ингредиентов – мука, яйца, вода и начинка на ваш вкус. Она может быть самой разнообразной. От классических сыра и шпината до изысканных морепродуктов или мяса. Главное – это сочетание текстур и вкусов. Мягкое тесто, приготовленное с любовью, и сочное наполнение, скрытое внутри. Это настоящий взрыв вкусовых рецепторов. Любят равиолли за их универсальность и разнообразие. Они могут быть как простыми и сытными, так и изысканными и роскошными. В Италии равиолли подают с различными соусами, от классического томатного до нежных сливочных. Их также можно подавать с травяным маслом, посыпать сверху пармезаном или добавлять свежие травы для аромата. Интересный факт: в каждом регионе Италии свой рецепт равиолли. Например, в Ломбардии их готовят с тыквой и амаретти,
А в Риме предпочитают равиоли с рикоттой и шпинатом. Равиоли – это не просто еда, это путешествие по Италии через вкусы и ароматы. Каждый раз, когда вы пробуете равиоли, вы открываете для себя новый уголок этой удивительной страны. И не забудьте, важно не только то, что внутри равиоли, но и любовь, с которой они были приготовлены. Но давайте немного расскажу и про классические мясные блюда солнечной Италии. Цыпленок пармезан. Вначале филе обваливают в панировке с добавлением тертого пармезана, будто одевают в праздничное одеяние. Затем они обжариваются до золотистой корочки, словно солнце разогревает песок сицилийских пляжей. После этого кусочки курицы укладывают в форму, каждый ряд заливают томатным соусом и, конечно же, обильно посыпают свежим пармезаном и моцареллой, создавая снежный покров на красных холмах томата. Цыпленок пармезан отправляется в духовку, где запекается в течение часа. Все ингредиенты сплетаются в одно целое, подпитываясь просто волшебными ароматами. Цыпленка пармезан любят за сочетание хрустящей корочки и нежного сочного мяса, за игру вкусов между пикантным пармезаном и мягкой моцареллой, за гармонию томатного соуса и пробуждающего воспоминания о летних деньках в Италии. Подается он, как правило, с классической пастой или ризотто, или же с легким салатом, напоминая нежный морской бриз Сицилии. Цыпленок пармезан не просто блюдо. Настоятельно рекомендую попробовать его в итальянском ресторане, а лучше на родине этого великого блюда. Но мы идем дальше. А сейчас я хочу рассказать и про сладенькое. Солнечный день в Риме. Узкие улочки, пестрящие красками, и я с джелато в руке ищу тенек под старинным акведуком. Джелато не просто местное название мороженого, это часть итальянской души. И, конечно, его делают из натуральных ингредиентов – молока, сливок, сахара и, конечно, различных вкусов – фруктов, орехов, шоколада. А главное отличие джелато от обычного мороженого в том, что в нем меньше жира и воздуха, благодаря чему оно более плотное и насыщенное. А любят джелато за его нежную, кремовую текстуру и богатство вкусов. Каждая ложечка – это маленькое путешествие по Италии. От яркого лимончелло Сорренто до нежного пистачио из Сицилии. Джелато – это не просто десерт. Это часть итальянской культуры, отражение истории и традиций. Каждый кусочек фрукта, каждая капля шоколада рассказывают о богатой истории этой земли. Ну и куда ж без нее? В уютной неаполитанской траттории, где запахи базилика и свежей выпечки смешиваются с голосами радостных людей, я впервые попробовал пиццу маргарита. Хоть и кажется, что блюдо достаточно простое, особенно начинка, но настоящая маргарита – реально произведение кулинарного искусства. Это символ национальной гордости. Создана она, кстати, в честь королевы Маргариты Савойской. Она представляет собой Италию в миниатюре. Красный томатный соус, белая моцарелла и зеленый базилик, как цвета итальянского флага. Делают ее из простых, но исключительных ингредиентов. Тонкое хрустящее тесто, свежайший томатный соус, мягкая моцарелла, ароматный базилик и немного оливкового масла. Все это выпекается в дровяной печи, и уже через несколько минут перед вами появляется шедевр итальянской кухни. Любят пиццу маргарита за ее простоту и великолепнейший вкус. Это блюдо, которое объединяет людей всех возрастов и социальных слоев, ведь тут нет никаких сложностей и особых затрат. Да и в целом итальянская пицца – это не просто еда. Это культурный феномен, объединяющий историю, традиции и гастрономическое мастерство. В Италии пиццу подают горячей, сразу из печи, часто на дровяной доске. Ее едят руками, но это вы и так как бы знаете, наслаждаясь каждым кусочком, каждым укусом, который рассказывает историю простых, но великих вещей. Хоть во многих странах и пытаются извращаться с начинкой, добавляя тонну колбасы и соусов, на мой вкус именно маргарита является самой вкусной пиццей в мире. Ну и куда без карбонары? Именно эта паста у многих ассоциируется с Италией наряду с пиццей.
Лично я сам обожаю ее, поэтому просто не мог пройти мимо в этом топе. Итак, начнем с самого начала. Как вы думаете, откуда пришла к нам карбонара? Если ваш ответ Древний Рим, то вы не одиноки в этом предположении. Но на самом деле первые упоминания о карбонаре в литературе находим только в 1950-х годах. Да-да, оказывается, это совсем не такое уж и древнее блюдо, как многие думают. Перейдем к ингредиентам. Вы когда-нибудь задумывались, почему именно эти продукты выбрали для создания карбонары? Черный перец, например, придает блюду пикантность и напоминает угольные хлопья. Отсюда и название от итальянского «карбон», что означает «уголь». А вот с мясом все интереснее. В эпоху Возрождения копченую свинину называли «карбоната», что, возможно, и дало название нашей карбонаре. История карбонары полна легенд. Одна из них говорит о том, что это блюдо было придумано угольщиками, работавшими в регионе Лацио. Другая версия связывает его с американскими военными во время Второй мировой войны, которые использовали яичный порошок и бекон для приготовления блюда. Но что делает карбонару такой особенной? По моему мнению, это простота и великолепие вкуса. Представьте, нежные спагетти в ароматном соусе из смеси яиц и сыра, к которому добавляется хрустящее мясо гуанчале или панчетта. И все это приправлено свежемолотым черным перцем. Не знаю, как у вас, ребят, но у меня просто слюнки текут. И знаете что? В каждом уголке мира карбонара приобрела свои уникальные нотки. В США ее готовят с добавлением сливок и грибов, во Франции с белым вином, а в Германии даже добавляют картофель. Неважно, как вы предпочитаете свою карбонару, будь то классический рецепт или современная интерпретация, этот кулинарный шедевр останется вечным символом итальянской кухни, объединяющим любителей вкуса еды по всему миру. Вителла тонната – это блюдо, которое знают не все. А, кстати говоря, зря. Представьте себе, нежные кусочки телятины, приправленные крем-соусом, в состав которого входит тунец. Это холодная закуска, типичная для региона Пьемонт в Италии. Готовить вителла тонната совсем не сложно, если у вас есть качественные ингредиенты. Основа блюда – это телятина, которую отваривают до готовности вместе с поджаренными на сковороде овощами, такими как морковь, лук и сельдерей, а затем охлаждают. Для более изысканного варианта мясо маринуют 24 часа. Ну а самая важная часть вителла тонната – это соус. Для его приготовления взбивают яичные желтки с дижонской горчицей, добавляют немного соли и молотого черного перца, а затем формируют яичную эмульсию, добавляя оливковое масло. В конечном итоге в соус добавляют консервированный тунец, филе анчоусов и лимонный сок. Вителла тонната настолько универсальна, что каждый повар может добавить в него свою изюминку. Например, шеф Дэвид Скобин заворачивает кусочки готового мяса и заполняет их соусом, а великий Ален Дюкас включил блюдо в меню своих ресторанов на французской ривьере, добавляя соус просто шапочкой сверху. В классическом варианте мясо варят, достигая идеальной внутренней температуры, чтобы оно имело нежно-розовый цвет. Вителла тонната подают как в холодном, так и в горячем виде, в зависимости от предпочтений. Главное, чтобы бокал с белым вином всегда был рядом. Ну и какой топ без самого известного итальянского салата? Капрезе – блюдо, которое стало визитной карточкой итальянской кухни. Я познакомился с этим салатом во время одного из моих путешествий по Италии, и он сразу же завоевал мое сердце своей простотой и изысканным вкусом. Итак, начну с истории. Салат капрезе, как полагают, был впервые приготовлен на острове Капри. Одна из историй гласит, что салат был придуман как дань уважения итальянскому флагу, а другая, что он служил средством умиротворения вкусов отдыхающих членов королевской семьи и важных политиков в 20 веке. Капрезе невероятно прост в приготовлении. Он состоит всего из нескольких основных ингредиентов: свежих помидоров, сыра моцарелла, зеленого базилика и оливкового масла с бальзамическим уксусом. Эти ингредиенты символизируют цвета итальянского флага – зеленый, белый и красный. Практически пицца Маргарита, только без теста.
Но, как и большинство популярных рецептов, капреза тоже видоизменялся со временем. В него добавлялись новые компоненты, менялся внешний вид и даже способы приготовления. Салат можно подать разными способами, например, в виде канапе или в компактных порционных баночках, что делает его отличным выбором для фуршетов и пикников. Капреза также популярен во многих вариациях, включая фруктовые или ягодные рецепты, где вместе с томатами или вместо них используют спелые персики и клубнику. Даже соус песто может заменить традиционное масло и бальзамико, создавая еще одно интересное сочетание вкусов. И как обещал, мясо по-итальянски. Поркетта – это не просто итальянское блюдо, это целая история, вкус которой заставляет любителей гастрономии со всего мира путешествовать в Италию. Мое знакомство с поркеттой началось не так давно, но это блюдо сразу же завоевало мое сердце. И я с удовольствием поделюсь с вами тем, что знаю о нем. Поркетта – это запеченный рулет из свинины, приготовленный с пряными травами и специями. Традиционно для приготовления поркетты используют годовалого поросенка весом не более центнера, который заправляют смесью из соли, перца, чеснока, розмарина и фенхеля обыкновенного, а затем жарят на вертеле в печи от 2 до 5 часов. Но сегодня в домашних условиях для приготовления поркетты часто используют свиную грудинку с кожей и мясо без сала, такое как вырезка или корейка. Самое интересное в поркетте – это ее история. Происходит она из Абруццо, и в документе, датированном 157 годом, упоминается о регламентации приготовления, жарки и продажи поркетты. Однако другие источники утверждают, что поркетта появилась в городке Поджо-Бустоне, провинции Риети. Это блюдо популярно в разных регионах Италии, от Романьи до Сицилии, и каждый регион гордится своей версией поркетты. В Италии поркетта – это не просто блюдо, это символ праздника и угощения на многочисленных ярмарках и фестивалях. Например, в коммуне Кастана каждый год проходит фестиваль Поркеттиамо, где лучшие мастера представляют свои вариации этого блюда. Такие ярмарки – это место встречи для торговцев поркеттой, где каждый пытается удивить гостей своим мастерством. Любовь к поркетте легко объяснима. Это сочетание хрустящей корочки, ароматного пряного мяса и нежной внутренней части. Подавать поркетту можно как в горячем, так и в холодном виде, и она будет одинаково вкусна. Это блюдо прекрасно сочетается с легкими салатами, свежими овощами и, конечно же, бокалом хорошего итальянского вина. А что еще надо? Итальянская кухня достаточно проста, но при этом очень изысканна. Эти ребята точно знают, как из минимума ингредиентов сделать мировой кулинарный шедевр. Спасибо за просмотр, и если вы вдруг решили что-нибудь из этого приготовить, приятного вам аппетита! Пока!